Это тот самый черный рыцарь из ордена гальванической развязки. Мы верим, что свет и фотоны спасут наш контроллер от высокого напряжения. Да, это романтика. Но что, если этот компонент умирает с первой секунды работы? В даташитах скрыт параметр, который превратит ваше устройство в кирпич через несколько лет. Производители дают нам цифры, но чтобы увидеть за ними реальную угрозу, нужно понимать физику и уметь просчитывать риски. И да, в конце будет чек-лист, по которому можно быстро проверить свои схемы на оптопарах. Всем привет! С вами Библиотека инженера. И сегодня мы вскроем черный ящик оптопары. Мы узнаем, почему ваши 5000 вольт изоляции — это опасное заблуждение, и как светодиод внутри корпуса медленно убивает вашу схему. Пристегнитесь, будет темно и немного страшно. Поехали! Мы привыкли, что в цифровой электронике царят понятные правила. Между нулем и единицей есть четкая граница. Но не в случае с оптопарой. Здесь стройная картина цифрового порядка и благополучия рушится, начиная с самого базового параметра, которому мы привыкли верить безоговорочно. Глава 1. Великая иллюзия CTR или миф о линейности. Начнем с классики. Вы берете транзистор. Да, его усиление тоже гуляет от партии к партии, но обычно это разброс в 2-3 раза. Мы привыкли с этим жить. А теперь возьмите оптопару. Например, народную PC-817. И смотрите на CTR, то есть коэффициент передачи тока. И тут начинается самое интересное. CTR — это не константа. Это настроение. Вы подаете на вход ток в 5 мА. Сколько получите на выходе? Если вы не глядя взяли оптопару без индекса группы, даташит говорит, от 50 до 600%. Разброс в 12 раз. Для транзистора это была бы катастрофа, а здесь это норма. Вы скажете, я же профессионал, я возьму конкретную группу. Окей, тогда разброс сократится до 2 раз. Да, у обычных транзисторов разброс усиления тоже бывает двукратным. Казалось бы, ничего криминального. Тут скептик воскликнет. В чем тогда проблема? Просто посчитай схему на худший случай, на минимум CTR, и спи спокойно. И это провал. Потому что именно это очевидное решение посчитать по минимуму захлопывает капкан. Пытаясь гарантированно включить транзистор, вы своими руками создаете проблему, которая позже убьет скорость вашего устройства. Вы только что шагнули в ловушку, о которой мы детально поговорим в 3 главе. И поверьте, выбраться из нее без потерь почти невозможно. А пока ваша оптопара еще жива, давайте посмотрим на то, что убивает ее медленно и незаметно. Посмотрим на время. Глава 2. Уравнение смерти Блэка. Или почему они гаснут? Знаете, как ведут себя дешевые фонарики или светодиодные лампы? Первые месяцы они светят ярко, а потом вроде бы работают. Но уже как-то тускловато. Ток тот же, корпус тот же, а света все меньше. Это называется деградация квантовой эффективности. В кристаллической решетке разрастаются темные линии. Дефекты. Светодиод потребляет тот же ток, греется так же, но света дает все меньше и меньше. И вот тут разработчик может совершить главную ошибку. Он думает, чтобы надежно открыть транзистор, я вкачаю в светодиод побольше тока. Не 5 мА, а 20. Чтобы уже наверняка. Поздравляю. Вы только что подписали компоненту смертный приговор. Существует модель Блэка. Она говорит нам простую и страшную вещь. Срок службы падает в квадрате от плотности тока. Увеличили ток в 2 раза. Срок жизни упал в 4 раза. Добавили температуры. Процесс ускорился экспоненциально. Со временем, год за годом непрерывной работы, CTR вашей оптопары потихоньку проседает. И вот однажды блок питания уже не держит нагрузку. Реле перестает уверенно щелкать. А самое забавное, ремонтник вытащит оптопару, прозвонит тестерам и скажет: «Да она же живая». Она просто немного устала. Итак, вы решили обхитрить систему. Чтобы победить старение из 2 главы и разброс из 1, вы просто дали тока с запасом. Вы чувствуете себя победителем. Вы гарантировали, что транзистор откроется в любой ситуации, но вы забыли задать главный вопрос. А сможет ли он теперь закрыться?
Глава 3. Скорость улитки и эффект Миллера. Добро пожаловать в ту самую ловушку, о которой мы говорили в начале. Попробуйте выключить этот перекормленный током транзистор быстро. Скажем, для UART на 115-200 или SHIM. Вы включаете осциллограф и видите не красивые прямоугольники, а акули-плавники. Проблема в том, что фототранзистор — это не просто переключатель для тока. Это устройство с огромной инерцией. Вы вкачали большой ток, и транзистор ушел в глубокое насыщение. База переполнена носителями заряда. Когда вы снимаете сигнал, транзистор не может закрыться. Ему нужно время, чтобы этот заряд рассосался. Обычная PC-817 выключается за время до 18 микросекунд. Представьте, до 18. И вот мы видим дилемму под названием «вилка насыщения». Мало тока? Вы сэкономили ресурс светодиода, но лишились запаса. Естественное, даже медленное старение снизит CTR, и в один день тока просто не хватит, чтобы открыть транзистор. Много тока. Вы создали запас, но вогнали транзистор в насыщение и потеряли скорость переключения. И еще ускорили деградацию светодиода перегревом. Мы зажаты в тиски. Слева — смерть от отсутствия запаса. Справа — смерть от тормозов. Спойлер — это лечится не только сменой оптопары, но и схемой включения. До чек-листа дойдем. Покажу, как не загонять ее в болото насыщения. Если вы прямо сейчас почувствовали эту боль безысходности, поставьте лайк. Серьезно. Это поможет алгоритмам YouTube спасти еще пару тысяч инженеров от этой ловушки. И обязательно подпишитесь, потому что мы здесь говорим про очень нужные вещи. А теперь соберитесь. Вы думаете, что медленная смерть и тормоза — это все? Как бы не так. Сейчас мы будем говорить о вещах, которые убивают мгновенно. Глава 4. Призрак, который живет в базе. Ладно, вы смирились со скоростью. Но вдруг ваше устройство начинает сходить с ума при включении соседнего пускателя. Микроконтроллер сбрасывается, данные бьются. Знакомьтесь, CEMTI. Или устойчивость к синфазной помехе. Оптопара — это не разрыв цепи. Оптопара — это конденсатор. Между входом и выходом есть емкость, маленькая, 1 пикофарада. Но когда современные CIC или GaN-транзисторы изменяют напряжение со скоростью 100 киловольт в микросекунду, через эту пикофараду течет ток. А куда он течет? Правильно, прямо в базу фототранзистора. У некоторых оптопар есть дополнительный вывод — это база. И да, база — очень чувствительный вывод. По умолчанию ее действительно часто оставляют открытой. Но если у вас грязная среда, высокие скорости изменения напряжения или проблемы с помехами, базу стоит притянуть к эмиттеру-резисторам, чтобы дать току помехи путь с тока. А дальше? А дальше надо позаботиться о безопасности. Но вы видите строчку 5000 вольт и думаете, что беспокоиться ни о чем. Как бы не так. Глава 5. Опасная магия цифр. 5000 вольт. И напоследок. Самое интересное. В даташите читаем. Напряжение VI равно 5000 вольт RMS. Вы думаете? Отлично, у меня в схеме всего 1000 вольт. 5-кратный запас. Но вынужден вас расстроить. Это опасная иллюзия. Напряжение VISO — это напряжение, которое оптопара выдержит 1 минуту. Это краш-тест или стресс-тест. Для постоянной работы нужно смотреть совсем другой параметр напряжения — VIORM. И он, сюрприз, часто всего 800 или 1000 вольт. Если держать на оптопаре напряжение выше ее рабочего напряжения VIORM, особенно в грязной среде и при пульсациях или перенапряжениях, частичные разряды в пластике могут со временем разрушить изоляцию. Год, 2 и однажды пробой. Фаза попадает на низковольтную часть. И хорошо, если сгорит только процессор. Чек-лист. Как не убить оптопару? Итак, чтобы не стать жертвой световой смерти, CTR — это не константа. При расчете ресурса обычно закладывают запас до 30 или 50%, чтобы покрыть деградацию от тока и температуры за годы работы.
Не проектируйте впритык. Скорость укорачивает жизнь. Помните про вилку насыщения. Не пытайтесь разгонять обычную оптопару до сотен килогерц, просто заливая ее большим током. Для высоких частот разумнее сразу брать быстрый цифровой изолятор. Лечите вилку насыщения схемотехникой. Следите за нагрузочным резистором на выходе. Слишком большой пулап дает маленький ток коллектора. Транзистор уходит в глубокое насыщение и выключается медленно. Чуть уменьшите номинал нагрузки. Получите быстрые фронты ценой пары милливатт тепла. Если у оптопары есть вывод базы и у вас жесткая среда с высоким уровнем помех, не оставляйте ее в воздухе, притяните к эмиттеру резистором. Смотрите на напряжение VIORM, а не на VISO. Если у вас высоковольтная постоянка, обычная оптика умрет от частичных разрядов, если держать ее выше VIORM. Ищите сертификацию VDE, а не только UL. В следующий раз, когда будете проектировать схему с оптопарой, отнеситесь к ней со вниманием. Это вернется к вам более высокой надежностью. Все ссылки на правильные даташиты и статьи по расчету жизни оптопар на Бусте. В телеграм-канале источники информации к этому видео и чек-лист. Это был выпуск подкаста «Библиотека инженера». Ставьте лайк, если хоть раз сжигали порт микроконтроллера. До скорого!